Не можете начать ходить в спортзал или выучить новый язык? В очередной раз смотрите мотивационные ролики, застряв на месте, ищете спасения в мотивации. Тогда пришло время осознать. Если вы хотите добиться успеха в любой сфере, мотивация неэффективна. В принципе, есть два варианта заставить себя заняться тем, на что давно не хватает сил. Первое – мотивировать себя. Второе – развивать самодисциплину. Почему же мотивация не работает? Чувство, что нужен понедельник, настроение или определенная погода, чтобы что-то начать. Это путь к пропасти. Для продуктивности важно делать определенные вещи каждый день, систематически, не руководствуясь изменчивым настроением. Не нужно мотивироваться. Намного важнее дисциплинировать себя. Сейчас во времена рекламы люди превращаются в безинициативных потребителей. Даже для элементарных действий большинству нужна небесная манна в виде мотивации. Это доказывает, что мотивация неэффективна. Большинство наших предков вставали в 5 утра, работали гораздо больше, чем нынешнее поколение. Думаете, они мотивировали себя? Им просто была присуща дисциплина. Посмотрите на спортсменов. В эпоху повсеместной спортивной мотивации начинает казаться, что без нее никуда. А на самом деле ни один мастер своего дела не добрался до вершины за счет мотивации. Только тяжелые ежедневные тренировки, несмотря на усталость, травмы, недосып, боль, страх и собственные сомнения. И все становится достижимым. Обратный пример – всем известная компания Nike. Самый известный товар – кроссовки. Выпускает массу красивых мотивационных роликов, побуждая аудиторию заниматься спортом и, что еще, покупать кроссовки. Вот так мотивация становится инструментом продаж и только. И этот инструмент не поможет вам добиваться своей цели, а метод «паши как лошадь» поможет. И не только в спорте, но и в работе, хобби, личной жизни, во всем. Почему дисциплина и мотивация – абсолютно разные вещи? Во-первых, мотивация – понятие временное. Невозможно мотивировать себя постоянно. У нее маленький срок годности. Дисциплина же средство, которое поможет делать что-то нужное постоянно. Дисциплинировав себя, вам не придется тратить время на просмотр видео и статей о том, где найти мотивацию. Во-вторых, мотивация напрямую зависит от настроения. Когда захотите полениться и пожалеть себя лежа в постели, отсутствие мотивационных посылов – прекрасное оправдание. Дисциплина же учит не поддаваться периодическим упадкам настроения. И в-третьих, дисциплина – это принятие человеком себя. Первый шаг к дисциплине – это осознание. Главное понять, что дисциплина доступна каждому. Не нужно ее искать. Она просто требует старания, силы воли и желания. Поверьте, для успеха мотивация не нужна. Да, мотивация поможет вам прочитать книгу, которая пылится на полке уже год. Но этот успех не постоянный. Он кратковременный. Мотивации обычно хватает на пару недель, максимум месяц. И это одна из самых распространенных вещей, которые не дают нам измениться. Дисциплина, в свою очередь, сохраняет здравый смысл. Например, вы можете приучить себя читать по книге в месяц или читать каждый вечер по определенному количеству страниц. Мотивация – это покачать пресс вечером, а дисциплина – это качать пресс каждый день. Нужно четко понимать, что мотивация и дисциплина противоположны. Да, развивать дисциплину трудно. Нужно начинать с маленьких практически микроскопических привычек, набирать обороты и использовать их для сначала незаметных, а потом значительных изменений в вашей жизни. Дисциплина – двигатель, и если вы сумели его завести, остается только следить за его функциями. Наши бабушки и дедушки были дисциплинированы. Они регулярно действовали. И итог был очевиден. Мы же иногда с трудом заставляем себя подняться с постели и умыться. Мотивация не нужна, потому что действовать можно и без нее. Вот так, друзья. Спасибо всем, кто заинтересовался темой и посмотрел видео до конца. Буду очень благодарна, если поддержите видео лайком или любым, пусть даже коротеньким комментарием. Всего всем доброго!